Всем привет, привет. Я стажер в Яндекс.Метро, начал стажироваться в начале июля, точнее в конце июня. Занимаюсь, Яндекс.Метро, я же сказал уже. Да, я хочу рассказать, какое классное Яндекс.Метро. Яндекс.Метро — проект, который набирает обороты, им пользуется все больше и больше людей. В месяц у нас почти 5,5 миллионов активных пользователей, в день около 900 тысяч. И вот, например, в день открытия Солнцевской линии было 1,5 миллиона. Вот. И Яндекс.Метро на самом деле такое очень крутое, но что-то не так. Вот мы переделали, выпустили новую версию. Зачем? Потому что были проблемы некоторые со старым метро. И сейчас я собираюсь об этих проблемах рассказать. Это у нас было, по сути, 3 разных продукта под каждую платформу. И каждое приложение то есть в каждом приложении был реализован алгоритм, а каждое приложение отдельно рендерило, они не зависели друг от друга. Также было очень много legacy кода от старых команд, и было сложно изменять что-нибудь. Также невозможно было интегрировать Яндекс.Метро с другими приложениями или Яндекс.Сервисами. Вот вы видите такую штуку, это старое Яндекс.Метро, и сейчас в нем работают вот такие вот штуки, нотификации, когда вы кликаете на какую-то станцию, которая, например, закрыта, или у нее еще произошло какое-то ЧП, например. Вот я кликнул на Филевский парк, это буквально вчера я сделал скриншот, и я вижу какое-то оповещение. Но эти оповещения были очень неинтуитивно понятны. Вот. И для того, чтобы добавить какое-нибудь изменение, у нас был очень большой, такой очень огромный XML-файл, в котором была информация о самой схеме метро, также о всяких изменениях. То есть, если мы хотим добавить изменения о том, что, например, завтра какая-то станция закрывается, то нам приходилось весь этот файл вручную изменять и заливать его на сервер. Когда мы его заливали на сервер, мы видели вот такое сообщение, что вы сейчас собираетесь залить этот файл на сервер, и человек писал: да, я хочу залить этот файл на сервер, чтобы он еще успел подумать, правильно или нет. Вот. И поэтому мы выпустили новое метро. Мы разделили наш один большой файл на 2 части. На схема — это такой большой файл, который обновляется редко, и на события, которые обновляются часто, и этот файл очень небольшой. Вот. Ну и, соответственно, приложение загружает один раз схему, в следующий раз схему загрузит, вероятно, через полгода, или когда она изменится, а события будет обновлять часто. И что я делал? Вот мои задачи непосредственно. Я писал схему для баз данных, для событий, для самих событий. HTTP-интерфейсы, мы писали все на ноде, и также я занимался фронтендом. То есть, по сути, это такой вот full stack. Я работал с базой данных, с бэкэнд и фронтенд. Вот так сейчас выглядит приложение, которое вы уже сможете сейчас скачать буквально через 5 минут. Это когда мы кликаем на 2 станции, и одна из них, например, с одной из них что-то произошло, то мы увидим вот такое вот сообщение. Раньше мы такое не могли увидеть. Вот. И это, да, старый дизайн вот такой был и в консольной. И сейчас у нас вот такой вот крутой дизайн, который уже почти доделан на 90%. Мы верим, что почти доделан. И вот, да, новое метро имеет новый дизайн, как я сказал, но у нас есть кроссплатформенная библиотека MetroKit, это такая библиотека, которая рендерит саму схему и также алгоритм получения пути до 2 станций тоже встроен в нее. И поэтому мы получим всегда один и тот же результат. Раньше, например, на Android и на iOS мы могли получить слегка разные результаты, когда кликали на 2 станции. Вот. И почти полноценная админка, по крайней мере, будет готова уже к концу моей стажировки. Мы уже ее почти доделали. Вот, и все. Это все. Я подготовил очень маленькую реализацию. И вы можете скачать это приложение уже сейчас. Оно доступно. Все, спасибо. Вопросы. Cool. Какие есть планы еще
усовершенствовать это приложение метро? Это вопрос. Вот, и еще хотелось бы выразить восторг по поводу этой вот таблички, что что-то закрыто или что-то не работает. Человек, который 2 раза проехал свою станцию, просто не открывался вагон. Теперь, надеюсь, не... Ну, да, наверное, уже такого не будет, если будете, по крайней мере, пользоваться. Еще раз, первый вопрос. Можете повторить? Первый вопрос, какие планы на будущее, что еще можно улучшить? Ну, смотрите, мы сейчас разрабатываем архитектуру, и архитектура, она все еще обновляется. То есть, смотрите, например, раньше в старом метро, где такие штучки, где я показывал там на каком-то начальном слайде, вот на этом слайде, у нас были только хинты, то есть подсказки о том, что что-то может быть не так. И информация о том, что станция закрыта. И все. Сейчас сделали множество таких разделений, потому что те события, которые могут быть, они могут быть разных типов. Например, ЧП произошло, ну, там, полностью закрылся, или закрылся только вестибюль, или закрылась какая-то комната, или вход только с одной стороны, например, из станции и тому подобное. И над архитектурой все еще работают. План, мой непосредственный руководитель вон там, вот он сидит. И если что, ну, какие-то очень такие глубокие технические моменты может он ответить. А так мы должны были, кстати, выпустить релиз к началу этого месяца, но он немножко задерживается, но мы все равно собираемся его выпустить к 20 сентябрю. И вы уже в октябре, наверное, надеюсь, получите. Пользоваться, бета-версия нового приложения, и там можете увидеть работу Сагида. Ну, то есть вот эти notification, которые приходят по поводу всяких изменений в схеме, ну, то вот там рука Сагида. У меня есть вопрос. Можешь все-таки уточнить подробнее, что именно ты делал? То есть ты же не делал интерфейс приложения? Да, я не делал интерфейс приложения. Я делал... Мы когда разделили всю работу на 2 части, есть какая-то информация, она где-то хранится о самой схеме и о изменениях. Я делал то, что с правой стороны. То есть сами события, у них есть какое-то название, у них есть какая-то дата, откуда эти события, когда начинают эти события действовать и до какого времени они действуют. И я реализовывал саму схему базы данных. То есть у меня была база данных, в которой есть эти изменения, и я получал по HTTP API, реализовал методы, по которым можно получить списки этих изменений, вот, и добавлять новые изменения. И, собственно, сама админка, где человек может очень просто, вот не как вот так, да, а он может очень просто вот таким, например, простыми кликами, и здесь, в принципе, интуитивно понятный интерфейс, он может добавлять изменения, изменять их, удалять и так далее. Вот это было основной частью моей работы. Как вы отслеживаете, что ремонт начался? Есть менеджеры, группа менеджеров, которые занимаются этим. Ну, вообще, все такое, что происходит, где-то в Яндексе всегда есть какие-то службы, которые смотрят след за новостями и всем подобным, и они сразу же добавляют. Раньше они изменяли, по сути, один файл, и его нельзя было так просто изменить. То есть если там будет какая-то ошибка, то, по сути, накроются 10 миллионов пользователей. Вот. И сейчас это все поправили, и все будет очень круто. Done? Окей. И вам спасибо.